Что говорит? Ладно. У меня вообще задача... Какую я ставила себе задачу? А есть, наверное, какая-то, может, практика? Получилось. Искренне, да? Всем привет, мои дорогие друзья. На самом деле, перед тем, как я села сюда, я задала себе вопрос, а почему я хочу записать это видео? Это не будет видео про подведение итогов, это будет просто видео, которое зафиксирует мое состояние и то, кем я являюсь сейчас. Это для меня был очень интересный год, как и каждый год, в принципе, но, наверное, такое я делаю впервые. Такая идея родилась впервые, и я решила не сливаться, а записать это видео и рассказать, о чем для меня был этот год. В преддверии моего дня рождения, который у меня уже случится совсем скоро, в середине мая. Ну что, погнали? На самом деле этот год для меня стал годом взросления. И как бы пафосно, наверное, это не звучало, годом мудрости и взросления не с точки зрения возраста, как цифры, а с точки зрения того, как я себя ощущаю, кем я сейчас являюсь, на какой стадии своей жизни я нахожусь и куда я иду дальше. Так я, наверное, не ощущала себя еще ни разу. И вот эта вот внутренняя опора, внутренняя структура выстроилась еще больше. При этом я по-прежнему осталась веселой, забавной девчонкой, которая радуется мимо пролетающему кинфишеру. Это моя любимая птичка. Год взросления, год верности самой себе. И из этого ощущения взрослости и мудрости, конечно же, потянулись все последующие сферы. В проекте я также поняла свою роль, свое значение, в первую очередь для самой себя, что немаловажно осознавать, кем ты являешься в этой системе, что для тебя, чем для тебя является этот проект, почему ты в нем находишься. И именно это состояние мне дало осознание, кто я есть сейчас здесь. И на самом деле это большая ответственная роль и позиция, которая мне безумно интересна. Я очень ее ценю, и отдельную благодарность я могу сказать оунерам нашего проекта. Также я люблю называть их менторами. Это Антон и Андрей, которые дают мне это пространство для роста, которые дают мне веру в меня и место для творчества. Собственно, именно этот период, который также вытекает из того состояния мудрости, дал мне осознание, кем я сейчас являюсь и куда я иду, и почему я туда иду. Конечно же, следом немаловажная сфера — это отношения. Наверное, впервые тоже за много-много лет я наконец-то увидела роль мужчины в моей жизни, каким этот мужчина может быть, какого мужчины я хочу рядом, какой я буду рядом с этим мужчиной и что мы, в принципе, друг другу сможем дать. Все это время я могу прям четко сказать, что это все был очень красивый опыт всегда, невероятный бэкграунд, но из каждого этого опыта я вышла со словами «спасибо, но мне так не подходит». И сейчас я наконец-то сложила этот пазл, и я, в принципе, вижу, как это может быть. Это взрослые, очень глубокие отношения, глубокое взаимодействие. И у меня есть прикольная метафора, которую я совсем недавно для себя слепила. Она называется «Партнер не забирает внимание, а он усиливает». Это действительно должен получиться красивый танец. Я в это верю. По-другому уже, в принципе, не получится, по-другому, в принципе, быть уже не может. Следующий момент этого года и немаловажный этап, о котором знает только самый близкий мой круг, и то глубину всего этого этапа вообще никто не знает, потому что я, наверное, никогда ни с кем не делилась, только отдельными кусочками. Я его называю этапом сепарации из довольно-таки длительных, долгих отношений, дружеских, партнерских, глубокой связи. Но именно этот этап дал мне классный буст, и я благодарна этому этапу, я благодарна этому опыту, но
получилось так, как получилось. Не грустно, не сказать, что не оставил шлейфа, но в любом случае с огромной благодарностью этому опыту. И, как я уже сказала, это был очень крутой буст. Действительно, наверное, иногда надо уметь четко и ясно признаться самой себе в первую очередь в том, что так продолжаться не может, так быть не должно, сказать себе об этом и пойти дальше. Открыть новую дверь, закрыть старую и отправиться в новые приключения. Ну, естественно, вот это видео вы смотрите сейчас на моем новом проекте. Мой подкаст «Племя». Для меня это детище, для меня это творчество совершенно нового уровня. Я никогда так не творила. Я всю свою жизнь помогаю творить другим. Собственно, естественно, исходя из своих принципов тоже интересов. Я никогда не взаимодействую с проектами, с людьми, если мне там не интересно. Но я впервые, наверное, делаю пространство для себя. Я шла к этому около года. Я думала про подкаст действительно год. Помню, как я купила себе петлички, положила их на полочку, и, собственно, там они год пролежали. Периодически мы доставали, использовали их в других целях. И это не просто так подкаст называется «Племя», потому что для меня племя — это про людей. Я уверена, что из этой идеи вырастет большое сообщество. У этой идеи есть... Я не хочу называть это планом, потому что плана как такового нет. Я движусь в творческом потоке, назовем это так. Но я уверена, что из этого вырастет что-то большее. Я уверена, что у этого сообщества будет единая какая-то цель, единая идея, единые интересы, разные проекты. И наверняка мы на этом сможем двигаться куда-то дальше. Но это пока просто как фон, как мысли. На самом деле изначально, когда я пошла в создание этого проекта, я даже не знала, куда я иду и что из этого получится. Но по той обратной связи, которую я стала получать от людей, я понимаю, что я делаю все верно. Да, мне иногда очень волнительно, потому что я не делала этого никогда. Я никогда не разговаривала на камеру, уж тем более с людьми, хоть я умею делать довольно-таки это неплохо. Но это льется, правда, из такого потока, из внутреннего, и видя ту обратную связь, которую люди мне дают после записи подкастов, это дорогого стоит, и я уверена, что все не зря. Поэтому я буду продолжать. Я уверена, что из этого выльется невероятно красивая история. Поэтому оставайтесь на этом канале, подписывайтесь, как там сейчас, в принципе, все говорят. Подписывайтесь, ставите лайки, колокольчики. Я иду дальше, и из этого обязательно вырастет что-то большое, которое будет наверняка давать какую-то пользу. Для меня это очень важно. Поэтому мой подкаст «Племя» — это ребенок этого года, это мое маленькое детище. Я горжусь собой, я горжусь тем, что уже у меня получается. Спасибо всем, кто меня, в принципе, поддерживает. Ну и краткое резюме, наверное, всего происходящего в этом году. Этот год разделился на две части, скорее, и последние 8 месяцев были особенно масштабные и сильно мощные на ощущения. Как сказал мой приятель, он, так, скажем так, оцифровал тот момент моей жизни. Он сказал, что это было очень показательно и очень красиво, про верность самой себе. Поэтому, в принципе, я могу назвать этот год годом верности самой себе, годом принятия очень важных решений, годом запуска новой себя, новых своих проектов и новых ощущений, в которых я, в принципе, наверное, никогда еще не была. Год был посвящен себе, внутреннему своему стержню, внутренней своей опоре. И из этого состояния я перехожу в новый свой год. Как бы это снова пафосно не звучало, я благодарю себя за то, каким я сама себе создала этот год. Очень чувственный, очень настоящий, очень правдивый, очень сильный, очень искренний.
иногда грустный. А, Классный получился год. И что бы я сказала себе год назад, все не зря. Поэтому, друзья, благодарю вас, что смотрите мой подкаст. Благодарю свой близкий круг, который рядом со мной находится. В принципе, спасибо всем за опыт, за поддержку и за то, что вы есть в моей жизни. Кто-то ушел, кто-то пришел, кто-то еще придет. Благодарю Ольгу, которая находится вон там. Поддержка. Мне важно было, чтобы у меня был рядом человек. Когда я записываю это видео, это тоже очень классная штука, которую я обнаружила последние несколько месяцев. Люди действительно важны, человеку нужен человек. Несомненно, мы все можем сами. Мы можем устроить этот мир самостоятельно, окутать себя заботой, любовью, абсолютно всем, едой, крышей над головой, но поговорить вживую с человеком, услышать, почувствовать тепло, это немаловажно, и я еще раз в этом убедилась. Поэтому спасибо моим людям, которые есть рядом, спасибо тем, кто находится далеко. Я продолжаю, дальше больше. Оставайтесь со мной на этом канале, подписывайтесь, если вы еще не подписались. Мы движемся дальше. Всем спасибо, всем любви. Обнимаю, Ди.